Римский пир был необычным местом гастрономического излишества, на котором подавали блюда из павлиньего языка и жареных сонь, фазаньих мозгов в маринаде и языков фламинго в пряном соусе. Все это съедалось под литры вина. Бокалы постоянно наполнялись официантами. В основе этого чревоугодия был холодный расчет. Для аристократов, которые правили этой обширной древней империей, на пике своего развития под предводительством воина императора Траяна, от 98 до 117 года нашей эры, простиравшейся от Британии до Багдада, пиры были чем-то гораздо большим, чем просто роскошная трапеза. Пиры были важнейшим средством политического контроля. Пир давал возможность реализовать главное правило «держи своих друзей близко, а врагов еще ближе», говорит историк и профессор Корнеллского университета Барри Стросс. В его увлекательной книге «10 Цезарей. Римские императоры от Августа до Константина» рассказывается о 10 выдающихся императорах, чья политика и личность сформировали судьбу Древнего Рима. Пиры позволяли императорам демонстрировать свою власть и богатство, а также показывать свое покровительство приглашенным и контролировать потенциальных конкурентов. Еще до того, как появились императоры, члены римской элиты устраивали частные банкеты как способ похвастаться, пообщаться, вознаградить друзей и расстаться с врагами. Не просто рассчитаться, а избавиться от них, добавив немного яда в вино. Всегда было подозрение на отравление, когда представитель римской аристократии внезапно умирал после пира. Например, сыну императора Клавдия стало плохо на придворном пиру, и через некоторое время он умер. Власти объяснили все естественными причинами, но никто в это не поверил. Все продолжали считать, что он был отравлен по приказу императора Нерона. Поэт Ювенал в своей циничной формуле «хлеба и зрелищ» выразил всю суть римского общества. Эта стратегия работала не только для толпы простолюдинов, но и для высших классов. В случае аристократии хлеб относился к ослепительному диапазону деликатесов, которых они переедали с захватывающим дух отсутствием умеренности. На своих гедонистических пирах римляне ели до такой степени, что им становилось плохо. Пиры в Древнем Риме продолжались по несколько часов. Для их устройства требовался огромный штат поваров, организаторы торжества, пекари, кондитеры, специальные рабы, подносившие чаши с водой для мытья рук. Слуги подавали на огромных тарелках фаршированного страуса из Африки, перец и сахарный тростник из Индии, сумах из Сирии, тмин из Эфиопии, оливки из Греции. Вино пили в больших количествах из серебряных кубков с 2 ручками. На заднем плане играла лира. На пирах выступали артисты, поэты, дрессировщики леопардов. Художник Лоуренс Альма-Тадема на картине «Розы Гелиогабала» изобразил один из таких пиров. Император пригласил всех своих недругов и приказал рассыпать с потолка розы в таком количестве, чтобы его гости задохнулись от аромата. Уйти с императорского банкета было нельзя. Это расценивалось как неуважение к государственной власти и каралось мучительной смертью. Сам император и его мать изображены на дальнем плане картины. Римская гастрономия была поднята до уровня высокого искусства, и ее апогеем был роскошный римский пир. Великий римский гурман Марк Габи Апиций, составивший единственную сохранившуюся кулинарную книгу Римской империи «De Reca Quinaria» «Искусство кулинарии», перечисляет более 400 рецептов из верблюжьих горбов, попугаев, оленины, фазана, кролика, гусиной печени, фаршированных мозгом сосисок, павлина, фламинго, журавлей, страусов, ветчины, морепродуктов, от морских ежей до красной кефали, окуня, скумбрии и устриц. Апиций был богатым чревоугодником. На кулинарные диковинки он растратил все свое состояние. Он специально плавал в Ливию для того, чтобы съесть сладкую креветку, о которой много слышал. Сенека про него писал, что когда у того осталось денег только на обычную еду, Апиций выпил яд. Но до того, как это случилось, он принимал у себя сыновей императора Тиберия и подавал им соловьев, запеченных в меде, фаршированных черносливом, в соусе из ароматных трав и виноградного сока, с гарниром из лепестков розы. Это роскошное блюдо произвело фурор в Риме. Кулинарными изобретениями Апиция мы наслаждаемся по сей день. Ему мы должны быть благодарны за рецепты приготовления ветчины и бекона. Не все императоры были такими развратниками, как Нерон или Гелиогабал. Юлий Цезарь, как известно, придерживался простой диеты и не злоупотреблял алкоголем. Марк Аврелий, Октавиан Август были умерены в еде и употреблении напитков.
Император Троян, хоть и был известен своим пристрастием к вину и мальчикам, все же мог во время остановиться и не терять рассудок. Преемник Трояна, интеллигентный Адриан, восхищал свое окружение скромностью и простотой. Но таких правителей было мало. Некоторые историки предполагают, что легенды о кутежах могут быть преувеличены. Про императора Гелиогабала ходили слухи, что он плавал в пахнущем шафраном бассейне, перемешивал горсти риса с жемчугом для своих гостей и заставлял готовить блюда определенного цвета, зеленого или голубого. Все зависело от фантазии. Если ему нужен был синий ужин, то рыбу готовили в голубоватом соусе, имитировавшем цвет моря. Одна из самых жутких историй идеально подойдет для вечеринки в стиле Хэллоуин. Это так называемый черный пир, устроенный императором Домицианом, известным своей жестокостью. Он покрыл зал черным цветом, в черное покрасил всю еду и положил каждого пришедшего гостя рядом с надгробием, на котором написал его имя. Гости думали, что они с этой вечеринки живьем не уйдут, тем более что Домициан на протяжении всего обеда говорил об их убийстве. Позже оказалось, что это была шутка. За пределами патрицианских особняков и бассейнов с ароматом шафрана простые граждане Рима жили в переполненных домах и ели скромно. В империи сосуществовали одновременно голод и гедонизм. Обычные римляне ели хлеб, кашу, фрукты и овощи, финики, мед и сыр. Изредка мясо и рыбу. Город с населением в 1 000 000 человек прокормить было трудно. Историки упоминают о 19 продовольственных бунтах. Во время одного из них, произошедшего в 51 году нашей эры и вызванного засухой, императору Клавдию пришлось серьезно переживать за свою жизнь. Толпа закидала его хлебными корками. Основными поставщиками зерна для Рима были Северная Африка и Египет. Когда в V веке нашей эры варвары завоевали эти стратегически важные для Древнего Рима области, то производство и поставки продовольствия прекратились. Был нанесен смертельный удар по империи, ослабленный годами внутреннего распада и борьбы. Римляне, как и древние греки, предпочитали за трапезой возлежать, а не сидеть за пиршественным столом. Почему два великих народа древности, обычаи которых во многом различались, в данном конкретном вопросе были полностью солидарны? Тут нужно заметить, что римские патриции предпочитали лежать не только во время пиров, но и при чтении, письме, обсуждении хозяйственных вопросов и прочей интеллектуальной деятельности. На то была серьезная причина. Когда мышцы организма расслаблены, в мозг от них поступает меньше сигналов и можно сосредоточиться на процессе мышления. Из всех полисов античной Греции сидя обедали и ужинали только аскетичные спартанцы. Все остальные древние греки ели, сидя за столом, только если сильно торопились. Но на любой праздничной трапезе, не говоря уже о дружеских посиделках, которые назывались симпосион, гости и хозяева вольготно располагались вокруг стола на лежаках. Скорее всего, римляне переняли обычай пировать лежа именно у греков, вместе с названием такого пира. На латыни оно произносилось как симпозиум. Великий античный философ Платон писал, что человек, едящий в одиночестве, всего лишь наполняет съестным желудок. Настоящая трапеза обязательно должна была включать дружескую беседу, а если средства хозяина, устраивавшего пиршество, позволяли-то и музыку, а также прочие развлечения. Греческое слово «товарищ» — синтрофос, в буквальном переводе означает «человек, с которым ты вместе ешь». Говорили, что в компании за столом должно быть не меньше числа хорид, не больше числа мус, то есть от 3 до 9 человек, чтобы не было ни скучно, ни тесно. В отличие от спального ложа, мебель для застолья, она называлась апоклинтра, от слова апоклина «разгибаю спину», была приспособлена для полулежачей позы. При этом предполагалась опора на левый локоть, чтобы правая рука была свободна. Левый бок, где находился желудок, покоился на мягкой поверхности. За все время трапезы не было необходимости менять позу. Настолько удобными и эргономичными были апоклинтры. Для трапезы 3 апоклинтра сдвигались вместе буквой «П». С 4-й стороны рабы подносили маленькие столики с едой и вином. Перед тем, как пригубить вино, полагалось омыть руки в специальной чаше, украсить голову венком и совершить возлияние богам, отплеснуть чуть-чуть вина в качестве символической жертвы. Описание подобных пирушек можно найти у прославленных древнегреческих писателей и философов, ведь на симпосионах велись беседы на самые разнообразные темы. Самый знаменитый философский диалог Платона с участием Сократа так и называется «Пир». Римские пиры несколько отличались от греческих.
Вместо маленьких индивидуальных столиков у них был один общий квадратный стол. Вместо апоклинтров — длинные кушетки, на каждой из которых помещались 3 человека. В отличие от индивидуалистов-греков, римляне тем самым показывали общность как стола, поскольку на него выкладывались все блюда, и есть их мог любой из гостей, так и пиршественного ложа. Кроме того, римская трапеза требовала меньшего количества прислуги. Не было необходимости подносить блюда или подливать вино каждому гостю, можно было просто ставить их на общий стол. Что думает про обычай возлежать за столом современное, если во время или после обильного приема пищи лечь на левый бок, это уменьшит давление съеденного на нижний отдел желудка и таким образом ослабит дискомфорт от переедания. Кроме того, если принимать пищу лежа, то углеводы расщепляются и усваиваются медленнее, чем когда мы едим сидя, что поможет избежать скачкообразного, так что же, есть лежа полезно не совсем. Чувство насыщения при таком приеме пищи наступает позже и ощущается слабее, чем во время еды сидя. Именно поэтому возлежали на пирах, где подавали много блюд, и гости должны были распробовать каждый из них. Такие ужины весьма способствуют набору избыточного веса. Для людей, которые вели активный образ жизни и посещали подобные застолья не каждый вечер, это не слишком критично, но древнеримские богачи и патриции, часто устраивавшие пышные пиршества ради престижа, неизбежно должны были страдать ожирением и связанным с ним